Когда заканчивается обычная одежда, в ход идет косплейная. Сегодня я расскажу вам о том, что унесет вас в мир танцев, музыки и магии. Сегодня вы узнаете о том, что заставит вас поверить в волшебство. Сегодня я покажу вам то, что, возможно, заставит вас пустить скупую слезу ностальгии. Всем привет, меня зовут Унафата, и добро пожаловать в мое новое видео. Я обожаю мюзиклы, и мюзиклы Wings это просто комбо. Все эти потрясающие образы, световые эффекты, любимая музыка и танцы. Еще чуть-чуть, и я растаю. Наверное, каждый хоть немного популярный мультфильм хотя бы раз имел своего рода сценическое воплощение, благодаря которому фанаты могли буквально окунуться в мир, нарисованный взрослыми дядьками для сбора кэша с помощью мерча. И если вам удалось побывать хотя бы на одном из них, знайте, что вы счастливчик, ведь не каждому из нас удается встретить настоящих фей Wings в реальной жизни. И раз Netflix не особо торопится с выпуском хотя бы тизера своей адаптации истории Феи, давайте вместе вспомним, как ранее авторы представляли нашему вниманию живых хранительниц волшебных миров. Шоу и мюзикл Wings, которые увидели тысячи зрителей в различных странах. В этом видео я не буду рассказывать о небольших выступлениях фей в торговых центрах, на частных праздниках. Я даже не буду упоминать выступления фей в парке развлечений Rainbow Magic Land, это вообще отдельная история. Здесь я расскажу вам о тех самых крупных театральных шоу с полноценным сценарием, с продуманной от и до хореографией и, конечно же, с полным составом волшебниц, как мы это любим. Нет, до Лейлы мы еще не дозвонились. Присаживайтесь поудобнее, дамы и господа. Наливайте чаек и наслаждайтесь самым фееричным шоу, что вы когда-либо видели. Приятного просмотра! Так как я очень странный человек, как вы уже могли заметить, начать я решила с того, что только запланировано, и что возможно, мы увидим на сценах различных стран мира в ближайшие несколько лет. Затем плавно перейдем к уже завершившимся шоу-мюзиклам и так дойдем до самого первого представления Wings. Итак, на 2020 год было запланировано международное масштабное шоу под названием Wings Club Live Magica. Или Магика. Не очень понятно, на каком языке, но точно не на русском. Как обещает нам сам папочка-создатель Ingenious Trophy, этот совершенно новый международный проект будет четким отображением самой сущности мультсериала Wings, его эстетики. Нам стоит ожидать невероятное, впечатляющее шоу со спецэффектами, голограммами, танцами с элементами акробатики, фокусами и потрясающими светящимися нарядами. В общем, очередное шоу с танцами и песнями, которые любят клепать в последнее время, как вы поймете позже. Но в этот раз сам Страффи обещает, что шоу будет интересно не только детям, но и взрослым фанатам. Так что мы очень надеемся, Инженюшка. Надеемся, верим и ждем. Конкретных дат и какой-то более полной информации по этому проекту пока нет, но в начале года появилась информация о таинственном шоу под названием Wings Light Party. Пока известны только актеры, а также в интернет проник плакат со старым добрым артом Wings по первому сезону. И тут сердце олдфака остановилось. Ждем дальнейших обновлений по этому проекту. Пока новая информация не поступала аж с февраля этого года, и, боюсь, премьеру спокойно могут перенести на следующий год из-за всех этих неприятных событий в мире. В 2016 году фандом буквально сотрясали новости по поводу нового невероятного грандиозного шоу Wings Феерия. В процессе подготовки к премьере этого шоу даже название претерпело некоторые изменения. Изначально оно называлось «Дискотека Wings Волшебная Феерия», что, как мне кажется, на самом деле самым лучшим образом отображает саму суть представления. Вас ждут музыка, волшебство и, конечно, феи Wings, которые будут петь и танцевать под самые волшебные ритмы. Интерактивный спектакль с участием любимых фей принесет ребенка в атмосферу магии, дружбы, веселья и увлекательных приключений. Ведь волшебницы приглашают всех на свою вечеринку. Юные феи откроют участникам спектакля секреты волшебства и исполнят самые любимые песни. Как и на любой вечеринке, не обойдется без сюрпризов. Злые ведьмы Трикс всеми способами попытаются испортить праздник, но не тут-то было. С помощью юных зрителей прекрасные феи достойно отразят удар, и зло будет наказано. Короче, это действительно что-то вроде дискотеки для детей, где феи прямо со сцены взаимодействуют со зрителями. Танцуют, поют хорошо знакомые целевой аудитории песенки из сериала. Да, там есть небольшая заваруха с Трикс, с кем бы еще, которые крадут фей Wings, быстренько за кулисами переодеваются в ведьм, а потом, когда Wings побеждают Трикс, ведьмы
ведьмы быстренько обратно переодеваются в фей, и все, хэппи-энд. Я сама была на одном из представлений в Москве, и, увы, не прочувствовала. Видимо, представление было рассчитано прям вот, совсем на детей, но в Москве его проводили в центре Планеты КВН, где довольно строгие правила, и атмосферка была напряженная. Как по мне, не лучшее место для проведения подобных праздников в жизни. То есть там даже своих же детей нельзя было снимать. Но шоу действительно имело успех. Они даже гастролировали по России, а затем поехали за границу. Совершенно точно выступали в Израиле для русскоговорящей аудитории, и даже не один раз. В 2014 году итальянцы решили широко отпраздновать 10 лет успеха франшизы и запилить лайв-шоу, угадайте с чем? Конечно, с песнями и танцами. Клуб Винкс празднует свое десятилетие. В честь этого Фарагонда организовала праздник для жителей Земли. По этому случаю 6 сказочных подруг выступят в шоу, которое расскажет о волшебных моментах их дружбы с помощью песен, танца и магии. Кажется, все идет хорошо, но только до тех пор, пока Трикс не попытаются сорвать вечеринку. Удастся ли им это? В общем, как я успела понять, это что-то вроде нашей отечественной феерии, только с чуть более продуманным сценарием и с большим количеством нарядов. Тут на самом деле ничего негативного сказать не могу. Очень милый, добрый спектакль с довольно близкой к мультсериалу атмосферой и с живым исполнением песен актрисами. По-моему, прикольно, хоть задумка и простенькая. В 2013 году Винкс все еще были на слуху в России, и кто только тогда не хотел откусить лакомый кусочек от прибыльной лицензии. Так и появился на свет театральный мюзикл «Новогодние приключения Винкс». 6 маленьких, красивых и веселых феечек прибыли в Москву. На этот раз Фарагонда, директриса Алфеи, если вы не знали, поручила Винкс отправиться на Землю в поисках феи. Ведь именно сегодня тот самый день, когда земная девочка может стать волшебницей, а вот доброй феей или злой ведьмой — это как карта ляжет. Феям предстоит познакомиться с Машей, новой волшебницей, подружиться, заставить ее поверить в силу доброй магии и побороть Трикс в намерениях перетянуть Машу на сторону зла. На самом деле, среди всех интерактивных шоу Винкс, это, мне кажется, наиболее адекватным, что ли. Там даже встает проблема выбора между карьерой и личной жизнью, когда в самом начале Скай прилетает к Блум и с порога заявляет: «Ну что, жениться когда?» А Блум такая: «У нас тут миссия, отстань!» Но в конце представления Блум в очередной раз сказала «да», и это в очередной раз ничем не заканчивается. В общем, вполне себе неплохое представление, и хоть я на нем ни разу не была, посмотреть его в записи было довольно занятно. Кроме России и родины мультсериала Италии, различные музыкальные шоу организовывались и в других странах Европы. Так, в 2012 году в Португалии запустили мюзикл Винкс em concerto ao vivo, где, по сути, Винкс просто поют и танцуют, что kind of cute. Не могу сказать, что задумка выдающаяся, но само шоу выглядит как-то лампово и по-винксовски. И песенки из сериала звучат очень классно на португальском, и я знаю, что я не одна такая, кому нравятся песни Винкс на португальском. Вот, например, вот эта песня из ТикТока. Именно из этого представления. Я так и не смогла найти описание того, в чем была задумка этого шоу, но как я смогла понять из отрывков мюзикла, это просто сценическая версия диска Винкс на концерте и отрывков 4-го сезона. В 2015 году примерно тот же каст актеров представил португальским фанатам уже новое шоу по 5-му сезону с примерно тем же подходом, но с большим уклоном в итальянский мюзикл Winx Club Musical Show, о котором я говорила буквально незадолго до. Тоже мило, тоже атмосферно, тоже очень круто спето, и костюмы, кстати, очень неплохие. В 2008 году был дан старт нереально крутому шоу, которое до сих пор является одним из моих самых любимых. Wings on Ice. Как по мне, это самая душевная история Винкс, которая была перенесена в реальность благодаря этому проекту. Хотя сюжет был до боли простой и понятный. Снова земная фея, снова нужно ей помочь, снова Трикс, снова мальчики-специалисты. Но все же что-то есть в этом шоу, что делает его настолько особенным. Самое крутое это то, что сценарий написал Даниэле Каудуро, тот человек, который исполнил роль Тимми в Winx Power Show, самом первом театральном представлении Винксу, прикиньте! Для классного представления были приглашены классные фигуристы, профессионалы своего дела. И роль той самой новой феи сыграла Каролина Костнер, чемпионка мира по фигурному катанию. Образ этой земной феи-поэтессы был вдохновлен самой Каролиной, а позже была выпущена даже кукла в линейке Гёче Прецьюзи, о которой я очень мечтала. И до сих пор мечтаю. В Россию это шоу приехало только в 2010 году. Как и в других странах, сценарий был немного адаптирован под нашу аудиторию,
И роль Каролины сыграла Ирина Слуцкая, двухкратная чемпионка по фигурному катанию. Не могу не отметить, что у нас над шоу очень постарались, в том числе и в музыкальном сопровождении. Мало того, что песни перевели, и перевели на очень классном уровне, так еще и большую часть исполнила Валерия Ланская своим чарующим голосом. Если ни разу не слышали, очень рекомендую вам это сделать, вам точно зайдет. Конечно же, в том далеком 2010 году на шоу пошла и я. Для меня тогда это было просто событие всей жизни, к которому я готовилась с самого момента анонса. Весь Мегаспорт тогда был посвящен моему любимому мультфильму, и сказать, что я была в восторге, это ничего не сказать. Я помню, что там просто повсюду продавался мерч, и в том числе эти миленькие маленькие наборчики с питомцами Love and Pet. Как сейчас помню, они стоили где-то по 400 рублей, и на тот момент это было дороговато. Но даже несмотря на это, они к концу мероприятия были все распроданы. Но все же что-то я должна была там купить, и с тех пор у меня осталась вот такая шапка. Здесь на козырьке вышита серебристыми нитками Wings on Ice и фея на коньках, точно так же, как в логотипе этого шоу. Я понимаю, что она жутко старомодная и что она мне совершенно не идет, но это такое классное напоминание с того дня. Кстати, если в интернете вы найдете какие-нибудь записи именно русского шоу с трясущейся камеры, знайте, что, скорее всего, это мои записи. Я понимаю, что я была не одна, кто записывал и выкладывал тогда, но я очень хорошо помню, как тогда разлетелись мои труды по интернету. Так что то, что сейчас находится в Ютубе, это, скорее всего, мои попытки в пиратство. Позже, в 2012 году, вышло локальное продолжение этого шоу «Wings на льду. Новая история». Режиссером, как и в прошлом шоу, выступил Илья Вербух. И на этот раз роль феи, которой нужна помощь, исполнила Лиза Арзамасова. И сделала она это на очень высоком уровне, и я сама была в шоке. Если в первой оригинальной версии шоу события развиваются где-то между третьим сезоном и первой полнометражкой, то здесь действия разворачиваются в четвертом сезоне. И на Wings вместе с Трикс нападает не Валтер, а маги Черного Круга. И здесь вы скажете, что? А я скажу, у них даже танк был, блин. В общем, да, шоу с четко прослеживающимся русским духом, которое могло существовать и вне рамок Wings. Кстати, был ли кто-нибудь из вас на одном из этих шоу? Если да, пишите в комментариях, что вы помните из тех прекрасных времен. 2006 год запомнился нидерландским шоу Wings on Tour, который, по-видимому, был вдохновлен первым итальянским спектаклем. Рагонда отправляет Wings на Землю, чтобы те нашли таинственный волшебный круг, который в то же время пытаются выкрасть Трикс в поисках источника новых сил. Ну и далее по классике. На самом деле этот спектакль смотрела я очень давно, ничего не понимая. Единственное, что я поняла, это то, что большую часть спектакля Флора сидит в заточении у Трикс, в клетке из лазерных полосок. На самом деле шоу очень яркое, эмоциональное, с крутыми для того времени спецэффектами, с музыкой, которую я слышала только в версии этого шоу, с крутыми блестящими костюмами и с самыми лучшими укладками париков за все шоу Wings. Вот без шуток, посмотрите на Ривина, посмотрите на густющие хвостики Стеллы, посмотрите на эти гиперобъемные парики Трикс. So legend. Так что, если сможете выделить время на просмотр, обязательно сделайте это. Наконец-то мы добрались до самого первого, самого легендарного театрального представления Wings – Wings Power Show. Шоу начинается в Магиксе, куда с Земли приходит голос Мелиссы, юной девушки, которая сомневается в существовании Wings. На Земле Флора, Блум, Муза, Текна, Аиша и Стелла столкнутся со своим злобным врагом Трикс, союзником грозного лорда Даркара. Однако с помощью молодых помощников-специалистов Wings преодолеют все трудности, вновь победив зло в захватывающем поединке. Это шоу запомнилось многим той самой атмосферой 2005 года. Все такое простое, домашнее, от души. И даже несмотря на всю эту простоту, спектакль действительно неплох. Декорации, хореография, спецэффекты, песни, все на очень хорошем уровне, и даже развитие сюжета захватывает. И сам каст актеров ну просто милейший. Посмотрите на эту милашку Блум, на Флорочку, на Лейлу, которая, кстати говоря, здесь Аиша, на эти забавные хвостики Музы, на крутышку Текну, на Стеллу, боже, она поразила меня своей харизмой просто с первого взгляда, ну какое же солнышко. Этот каст претерпевал изменения, та же Блум у них менялась аж 3 раза.
Потом они еще долгое время появлялись в эфирах различных итальянских шоу. Однажды у Винкс даже было собственное шоу талантов, которое вели Bloom и Sky. Там, кстати, появлялась и Флора, которая на самом деле является косплеером. Я как-то однажды спрашивала у нее, как так получилось, что она попала в телек, и она рассказала мне, что туда ее пригласил чуть ли не самый Джуниор Страффи. В одном из таких эфиров было показано очень классное превращение Флоры из базовой трансформации в феи Энчантикса. И вообще, по-моему, ее косплей был самым первым косплеем Винкс, так что ее нельзя назвать не легендарной. Ну что же, свою часть я рассказала, теперь жду ваших рассказов. Делитесь в комментариях, какое шоу вам больше всего запало в душу, какое вы уже видели, какое вы прямо сейчас побежите смотреть. Не забывайте проверять ссылки в описании под этим видео, а также подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. Не забывайте делиться своими впечатлениями, поставив лайк или дизлайк под этим видео. И заходите в другие мои соцсети. А здесь сейчас появятся те видео, которые я лично подобрала для тебя, чтобы тебе не было скучно в эти дни. Из души душевно в душу. А еще у меня есть такая шапочка. Кек.